дорогие гости моего канала, влюбленные и любимые, а также те, кто стремится к любви и надеется на встречу с этим прекрасным ощущением жизни. Приветствую вас на канале психолога Юрия Томина «Классики любви. Популярная психология любви и брака». В первом видео из цикла передач «Изнанка супружества» мы познакомились с философией тотальной женщины, которая позволяет ее приверженцам оживить любовь и поддерживать полнокровные супружеские отношения в традиционном браке. В этом видео мы рассмотрим другую альтернативу решения мистической проблемы женщины в браке, воплотившуюся в модели брака равных. Но сначала обрисуем эту вызывающую отчаяние, тоску и депрессию проблему замужней женщины, которая не имеет названия. Когда героиня нашего предыдущего видео Марабель Морган осознала, что ее брак стремительно катится к крушению, она прекрасно понимала, что существует какой-то безымянный, неосязаемый враг, который вставал между супругами, но которого она не могла определить, чтобы сразиться с ним. Этот враг, был ли он побежден энергетикой тотальной женщины или ретировался под ее напором, так и остался безымянным. Сходным образом, подчеркивая непостижимость собственным разумом подлинных причин разлада в устроенной семейной жизни, за десятилетия до тотальной женщины Марабель Морган описывала широко распространенное чувство неудовлетворенности, испытываемое замужней женщиной, американский социолог Бетти Фриден в своей книге «Тайна женственности» «The Feminine Mystique». Бетти Фриден предложила довольно простое, состоящее из двух ходов мысли решение этой таинственной проблемы. Во-первых, она определила, что женщины попадают в ловушку, когда замыкаются в поисках своей идентичности на нижних этажах пирамиды человеческих устремлений. Надежда на супружеское счастье, связанная с домом, безопасностью и сексуальным удовлетворением, не оправдана, поскольку, согласно открытым в 50-х годах XX века психологическим законам иерархии потребностей Абрахама Маслоу, обеспечение этих нужд порождает желание двигаться дальше, к спектру потребностей самовыражения. Второй шаг решения таинственной загадки женской неудовлетворенности в браке логически следует из первого. Решение женской проблемы, которая не имеет названия, состоит в перемещении жизненных целей на повышение образовательного уровня и получение осмысленной работы. При этом Бетти Фриден не упустила случая развенчать виновника заблуждений тех несчастных женщин, которые, будучи наслышанными о теории всесильной сексуальной энергии Зигмунда Фрейда, стремились найти свое самовыражение в сексе, заводя случайные связи или доводя своей сексуальной озабоченностью мужей до отчаяния. Цитируя Фрейда, она подчеркивает, что его представление о женщине не выходит за пределы ее природного предназначения, да, связанного с красотой, шармом и наслаждением, но ограниченного ролью возлюбленной в молодости и любимой жены в зрелости. Решение тайны женской неудовлетворенности от Бетти Фриден было воспринято с массовым энтузиазмом и стало пламенной искрой второй волны феминизма. Пройдя несколько этапов, вершиной этого направления решения мистической проблемы женщины в браке стала модель брака равных, которая была досконально исследована в 2012 году на примере опыта романтических отношений 1200 выпускниц Гарварда. Мы уже рассматривали модель брака равных в 12-й лекции о супружеских отношениях
из цикла «Пространство осознанной любви». Напомним некоторые из ее особенностей. Модель равноправного партнерства в семье предполагает, что вместо традиционного распределения ролей в браке культивируются равенство, уважение и гибкость. Роли не предопределены заранее, а лидерство в семье распределяется с учетом обстоятельств жизни супругов. Вклад каждого в семейные обязанности оценивается равным образом, и супруги отзывчивы к урегулированию возникающих запросов на изменения. Эта модель психологически затратна и требует развития определенных черт характера от каждого из партнеров. Она предполагает культивирование индивидуального и совместного развития, а также ставит высокую планку в умении жертвовать своими интересами, достигать компромиссов, управлять эмоциями. На модель брака равных возлагались и возлагаются большие надежды. Но, похоже, мистическая женская проблема дает о себе знать и в этом, скроенном по индивидуальным меркам брачном союзе. Современная американская профессиональная врачевательница ран, возникающих в супружеских парах и иных парных союзах, Эстер Перель, ставшая известной публичной фигурой, доносящей до читателей и обитателей социальных сетей свое понимание новых проблем любви и отношений, указывает на одну из сложных, из разряда нерешаемых задач, которую приходится решать парам, вступающим в отношения в 21 веке. Она призывает внимательней взглянуть на довольно очевидную завышенность требований, которые предъявляются к женщинам со стороны заинтересованных в долгосрочных отношениях мужчин. От женщины-партнера, говорит Эстер Перель, ожидают безопасного уюта, финансового участия, верного друга, конфидента и страстного любовника в одном лице. С такой головоломкой сталкиваются в первую очередь партнеры так называемых равных браков, когда женщина и мужчина независимо обладают сопоставимым относительно высоким социальным статусом, образованием, материальным положением, сходными интересами и карьерными амбициями. Однако было бы самообманом, если бы всю проблему, которая не имеет названия, можно было бы свести к этой легко калькулируемой избыточности требований, предъявляемых к современным женщинам мужчинами, или, если посмотреть с мужской стороны, чрезмерности вызовов, водружаемых на собственные плечи амбициозной женщиной. Другой, по-настоящему мистической угрозой стабильных отношений, выделяемой Эстер Перель, является все чаще встречающееся убеждение в иллюзорности романтической любви и невозможности сохранения пылких чувств в браке. Действительно, твердо возвращает в реальность беспокоящихся романтиков Эстер Перель. Так и должно быть, по естественным основаниям. В человеческом организме страсть не удерживается на одной высокой планке, а пульсирует приливами и отливами. Печально, если за отливом может не последовать прилив. Но, оптимистично утверждает Эстер Перель, это произойдет только если сидеть в лодке любви, сложа руки. Куда же предлагает грести известный эксперт в области супружеских отношений? Индивидуально подобранные рецепты заполняются на бланке, отформатированном инструментами, вскрывающими фундаментальную головоломную проблему брака. Поиск в партнере стабильного и надежного жизненного якоря и одновременно запредельных переживаний, позволяющих вырваться за границы и условности обычной жизни. Наиболее острым и мучительным проявлением этой дилеммы выступает сексуальная неудовлетворенность супружеской пары. Эротическое удовольствие, по словам Эстер Перель, невозможно без сексуальных фантазий и ожидания встречи с неожиданным, загадочным и таинственным. Поэтому
Благие самоограничения в супружеской интимной близости приводят к угасанию радости брака. Она считает, что решить проблему и оживить брак возможно, если супруги найдут способы осуществить небольшие отклонения от норм, потаенные желания и страстные фантазии посреди своей предсказуемой, безопасной жизни. То, что брак равных может легко завести в тупик однообразных, тоскливых и серых супружеских отношений, как и брак по традиционной модели, наглядно демонстрируется, казалось бы, абсолютно положительными достижениями американской культуры и социального положения женщины. Как замечает Эстер Перель, вера в демократию, равенство, достижение консенсуса, компромиссы, справедливость и взаимную терпимость может, если ее слишком аккуратно перенести в спальню, привести к очень скучному сексу. Если называть вещи своими именами, то Эстер Перель видит решение фундаментальной проблемы современного брака в том, чтобы супруги не стеснялись быть немного извращенцами. Однако, как следует из практики семейных консультантов, это касается в основном женщин, которым рекомендуется расширить диапазон супружеских сексуальных практик и научиться получать взаимное удовольствие от интимных фантазий мужа, возможно, и далеких от довольно устойчивых представлений о нормах и сексуальных излишествах. Считается, что такое дальновидное поведение женщины в интимных отношениях позволит ослабить присущую мужчинам тягу к запретному и нейтрализовать соблазны на стороне. Иными словами, достигнутое в развитом социуме социальное равноправие мужчины и женщины более-менее приживается в семье, но чаще всего распадается на свои естественные части в брачной постели. Обратимся теперь ко второй составляющей проблемы женщины в современном браке, выделяемой Эстер Перель – убеждению в иллюзорности романтической любви. Ловушка, в которую попадают стремящиеся к высокой романтике отношений в браке, состоит в том, что всю энергетику любви связывают со своим партнером. Тем самым неоправданно повышают риски утраты любви при малейшем отклонении от ожидаемого идеала. На самом деле, как сказал Марсель Пруст, наше воображение, а не другой человек, несет ответственность за любовь. Возникающее в браке томление, а также жажда эмоциональной связи, новизны, сексуального накала и свободы определяются не столько теми или иными изъянами партнера, сколько желанием вновь обрести потерянные части самого себя. Посмотрим теперь, как трудноразрешимые проблемы брака отражаются в глобальной картине предпочтений мужчин и женщин в области супружеских отношений. Наряду с парами, состоящими в брачном союзе, в наше время устойчивыми социальными группами стали свободная, независимая, одинокая женщина, ищущий спутницу жизни одинокий мужчина и долгосрочные отношения со взаимными обязательствами long-term committed relationship. Сравнительные исследования показывают, что наименьшим уровнем физического и эмоционального состояния отличаются замужние женщины. Затем следуют одинокие мужчины, потом одинокие женщины и лучше всех себя чувствуют женатые мужчины. Если эти оценки верны, то можно предсказать следующие тенденции на ближайшее будущее. Женщины будут стремиться избегать замужества и обеспечивать свою независимость, а мужчины будут стремиться к браку, но поле выбора партнера будет сужаться. В целом, брачные перспективы современного социума выглядят довольно мрачными. Мы продолжим в следующем видео из цикла передач «Изнанка супружества» рассматривать скрытые пружины противоречий
и неудовлетворенности, возникающей в супружеских отношениях, обратившись к известным произведениям русской классической литературы XIX века. Для более полного представления о затронутых в передаче вопросах рекомендуем ознакомиться с моделями традиционного брака и брака равных в 12-й лекции о супружеских отношениях из цикла «Пространство осознанной любви». Чтобы сегодняшние новые мысли у вас улеглись, в свободное время подумайте над следующим вопросом. Какие иные аспекты проблемы женщины, которая не имеет названия, вы бы отметили в браке равных? Хочу вам пожелать удачи и удовольствия в прохождении наших курсов, а также любви. С вами был психолог Юрий Томин, автор книги «Атлас любви».